Очень жаль, что в нашем цивилизованном обществе, как минимум так говорят, случаются такие вот вещи. Сложно представить, как тяжело приходится маме нашей сегодняшней героини, а тут еще отказ зачисления в самый обычный садик пришел. Пришел не из-за чего-то там, а из-за необычной внешности ребенка. Пугать остальных детей она будет, тихонько приговорили в садике во время отказа. Как же разрешилась эта ситуация и что с Соней сейчас? 3 года назад буквально вся Башкирия обсуждала несправедливое отношение к двухлетней малышке, родившаяся с чрезвычайно редким генетическим заболеванием сросшиеся пальцы на всех конечностях, деформация черепа и лицевых костей. Также Сонечке Гизатуллиной не могла кушать твердую пищу из-за расщелины в небе. Мама ребенка неоднократно обращалась с просьбой принять ее дочь в детский сад, но в ответ она слышала постоянный отказ. Собственные бездушные чиновники объясняли тем, что далеко не стандартный внешний вид девочки испугает воспитанников дошкольного заведения, нанеся тяжелую психологическую травму. Да и зачем воспитателям лишняя головная боль, возиться с особенным ребенком ни у кого желания горячего не вызывало. Никого не заботило, что ничем по-настоящему не аргументированный запрет не позволял выйти матери Соне на работу. И немного поправить материальное положение. Зарплата мужа-водителя в 10 тысяч и родительская пенсия явно были недостаточны для безбедного существования. Именно те самые слуги народа и советовали находиться подрастающему ребенку в 4 стенах, не задумываясь о последствиях. Вы уж сами справляйтесь с проблемой. А галочки в официальных документах «Будьте спокойны» поставим. Пришел момент, когда казалось, что больше надеяться ни на что, силы угасали и вера в светлое будущее попросту начинала исчезать, но именно в этот момент произошло настоящее чудо. Доброволец из ОНО «Радуга добра» Регина Бергулиева первой показала неподдельный интерес к судьбе девчушки, рассказав ее историю в средствах массовой информации. Они то и забили в набат. Как показывает проза жизни, стучитесь в двери, авось откроют. В итоге некогда чересчур озабоченные дипломированные специалисты, сидящие в больших кабинетах, совершенно не краснее перед камерами, вынуждены признать собственную некомпетентность. Теперь эта активная девчонка необыкновенными ручками научилась лепить из пластилина, вовсю пользоваться ложкой, да и на традиционных утренниках регулярно принимает участие, демонстрируя наличие хорошего музыкального слуха. Самое главное, появилось общение с ровесниками, которым, как оказалось, на самом деле было совершенно безразлично, как выглядит их необычная с виду новая подружка. После показа национального телевидения о тяжелых жилищных условиях семьи, пришлось вмешаться главе республики Радию Хабирову, распорядившемуся переселить эту ячейку общества из примитивной хибары, где было нельзя элементарно принять душ и постирать вещи, в светлую, чистую квартиру. Президент также выделил средства для поездки в Израиль. После тщательного обследования лучшие хирурги этой страны вынесли вердикт с операцией повременить, чтобы не нанести ущерб здоровью растущему организму. Как ни странно, но каким-то удивительным образом этот маленький человечек смог доказать солидным дядям и тетям, что даже имея физические недостатки, можно и нужно добиваться своего, и при всем при этом еще и радоваться жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.